Всем привет! Хочу сегодня показать, как делается мини-карта с иконками врагов. Не только врагов, можно по сути любые иконки закидывать. То есть враги, бонусы, союзники. Игрока можно в центр разместить, если потребуется. Рассмотрим немножко в инспекторе, как это дело выглядит. Вот у нас есть объект мини-карта. То есть он сделан на базе Color Recta. Ну, мы его немножко допилили. Есть параметры cast width, cast height. Они показывают, какую часть экрана, в принципе, впендюрите в миникарте. Я выбрал для демонстрации размеры в 3 раза больше, чем Initial Screen, чем то, что мы видим. То есть вот таких вот квадратиков, как у нас сейчас камера снимает, можно 9 штук уместить. 3 по вертикали, 3 по горизонтали. Также у нас есть Prefab Minimap Object, это у нас иконка. И пробрасываем мы сюда еще дополнительно камеру. Сейчас поясню, почему у нас камера является отправной точкой, является центральной точкой, и относительно камеры вычисляются положения других объектов. Соответственно, поэтому нужно ее пробрасывать. Теперь пройдемся по самому коду. Есть у нас, значит, код самого Color Recta мини-карты. Есть код иконки. И есть интерфейс. А по поводу интерфейсов. Вообще интерфейс из себя представляет сигнатуру методов для определенных объектов. То есть, если мы задаем какому-то объекту интерфейс, мы гарантируем то, что у него есть эти методы. И затем при вызове в коде можно обращаться к объекту не как к объекту определенного класса, а как к объекту интерфейса, в нашем случае iMinimap Trackable. В C-Sharp, кстати, принято начинать название интерфейсов с заглавной I, так что если будете делать интерфейсы, то надо придерживаться этого правила, чтобы было покрасивше. И смотрим. Вот код врага. Врагу мы дописали интерфейс iMinimap Trackable. И как оно работает. Это нас обязует описать два указанных для интерфейса метода. Вот метод getMinimapIcon, который отдает текстуру, и getPosition, который отдает глобальную позицию объекта. Мы могли на самом деле обойтись без getPosition и обращаться к свойству напрямую, но правилом хорошего тона считается, если ты работаешь с чем-то из другого скоупа, то есть из другой области видимости, то надо обращаться через методы, а не через свойства. Это считается правилом хорошего тона, так сказать, в разработке. Поэтому сделали отдельный метод. По поводу самих вот этих двух свойств, которые мы отдаем, вот они экспортируемые, то есть текстура 2D, минимап икон, и глобальная позиция, она и так есть по дефолту у всех нод в Godot. По самому врагу мы это даже добавили в сам префаб. То есть вот в префабе у него есть минимап икон, вот так вот отсюда перетянули текстурку и назначили. Теперь вернемся к коду. Мы теперь знаем, что у нас есть интерфейс. Для любого объекта, который надо отображать на миникарте, у нас есть враг. Кстати, врага мы добавляем в группу Trackables. Сейчас буду пояснять, почему в процессе. И вот код миникарты. Вот экспортируемые свойства. Это cast width, cast height, minimap object и камера. И есть два свойства, которые scale width, scale height. Что они показывают? Они показывают, во сколько раз миникарта меньше, чем область, которую она должна кастить. То есть эта пропорция, она нам нужна будет, чтобы правильно объекты на карте располагать. И, значит, смотрим. Мы идем по всем нодам в группе Trackable. Это вот то, что мы задали врагу. И смотрим, реализует ли объект интерфейс iMinimap Trackable. Причем нам не важно, это враг, это может быть союзник, это может быть бонус. Если объект описывает вот этот интерфейс,
то нам глубоко плевать. Нам не надо обращаться к объекту как к объекту класса. Нам не нужно городить миллион if-else, чтобы определить, что это за объект. Мы просто знаем то, что он реализует интерфейс, и мы можем с ним общаться именно через интерфейс. Вот мы его здесь, собственно, в алиасы выделили, trackable. Далее, если этот объект не является интерфейсом, мы, естественно, идем дальше по срезу, ну, по всей группе trackable. А если же он является интерфейсом нашим, то мы идем по всем дочерним объектам уже самой миникарты. Вот он, minimap object, то бишь наша иконка. Тут тоже есть несколько методов. И смотрим, есть ли объект с таким вот instance ID, который был у родительского объекта, который надо нам отобразить на миникарте. То есть как это работает? Когда мы инитим миникарту, точнее, когда мы инитим иконку на миникарте, мы передаем, во-первых, позицию объекта глобальную в мире, где он находится, то бишь нашего врага, и мы передаем его instance ID. Мы эти данные запоминаем, и теперь, если мы хотим получить инфу по объекту миникарты, по иконке, мы можем обратиться к этому свойству instance ID, вот мы его получаем, и узнать, с какого родительского объекта иконка сделана. И получается, мы проверяем, есть ли у нас иконка, у которой ID-шник прописан как instance ID вот этого вот trackable объекта. И в нашем случае, если такого объекта нет, он null, значит нам надо его добавить. И что происходит? Мы берем наоборот, нам его добавлять не надо. Пардон. Я уже сам запутался, извиняюсь, у меня очень тяжелая ночь была. В общем-то, если такой объект у нас не существует, вот этот случай, нам надо его создать. И что мы делаем? Мы, во-первых, проверяем позицию объекта. И если он у нас в миникарту не влазит, то есть если он находится за ее пределами, то мы его рисовать не должны, поэтому мы просто продолжаем. А вот сам момент создания. То есть у нас метод instmo, то есть это instantiate minimap object, создает дочерний объект, иконочку. Мы в него передаем текстуру, которую получаем в интерфейсе как раз таки, instance ID и позицию. Ну, тут все уже просто. Инстантируем объект из packets scene, добавляем как дочерний к миникарте и назначаем иконку и текстуру. Тут вроде все просто. Кстати, надо будет, наверное, добавление текстуры тоже в init перенести. Давайте сейчас это сразу и сделаем. Так. Так. Как я тут уже делал? Текстура, ну да. Текстур, представить, icon. И все, и отсюда можно убрать вот эту вот штуку и общаться именно через методы, а не через свойства, чтобы было красивее. Создаем и возвращаем объект. Ой-ой-ой, мимо. Зачем нам нужно возвращать объект? Я сделал только для одного. Я хочу потом вывести информацию в консоли, то, что был создан объект на миникарте. То есть, чтобы отслеживать. А в случае, если у нас объект миникарты уже был, нам его инстантировать не надо, нам надо просто обновить его позицию. И что мы делаем? Опять-таки, мы, как всегда, проверяем, влазит ли объект в миникарту.
И если влазит, то мы меняем его расположение. Точнее, меняем расположение иконки. А в случае, если объект за пределами миникарты, нам надо его освободить, то есть мы его должны удалить с миникарты. И, собственно, вот вся команда Query Free. Немножко надо будет, наверное, пройтись по методу isFitting minimap. Тут на самом деле все просто. Мы смотрим объект относительно центра камеры, влазит ли он в рамки, влазит ли он в рамки cast width, cast height. Причем я немножко тут магию ввел, то есть умножить на 2 scale width и scale height. Для чего это у нас нужно? Граница миникарты, она на самом деле в 1 пиксель у нас шириной. И если объект, допустим, 2 пикселя, то он может выползать за границы. Поэтому нам надо делать миникарту чуть-чуть больше. Точнее, не миникарту чуть-чуть больше, а isFitting должен проверять на чуть-чуть меньший размер. И в таком случае мы убедимся, что у нас объект не вылезет за вот эти вот границы, чтобы оно все красиво отображалось. Наверное, тут больше особо нечего рассказывать. Тут идет отрисовка зеленых прямоугольничков, то есть метод draw есть. Причем у некоторых объектов в Godot есть еще базовая отрисовка, это надо учитывать. И если вы видите то, что вы переписали draw, вот этот вот тег override, декоратор, он означает то, что мы переписываем уже существующий метод. Если мы видим, что что-то пошло не так, то нам надо здесь указать так, draw base, нет, как-то так, base.draw. Вот такую вот штуку надо будет прописать, чтобы вернулось все в округе своя. Тогда он базовый метод тоже сюда добавляет. Ну все, я надеюсь, что я достаточно плотно рассказал потому как работать с интерфейсами, как мы их используем для создания миникарты и объектов. Если есть какие-то вопросы, то пишите. Всем спасибо.